Мы начинаем наш семинар. Сегодня тема Zero Shot Learning. И докладчик Никита! Никита! Всем привет. Я недавно подумал о том, можно ли как-то... у нас есть много всяких способов распознавания чего-то, классификации картиночки какой-нибудь. Допустим, на картиночке находится кошечка, мы ее можем распознать, если обучимся на кошечках. Собачка есть, обучимся на собачках, найдем собачку. И все такое. Как найти то, на чем мы не обучались? Собственно, об этом будет сегодняшний доклад, семинар. Для начала давайте попытаемся воспроизвести то, что мы хотим получить от какой-то нейронной сети или модели, которая должна у нас распознавать то, чего она никогда не видела. Вот здесь вы видите 6 каких-то существ. И одно из них называется AI. Может ли кто-то из вас сказать точно, какой из них AI? Молодец. Выйдите, пожалуйста. Да, так и есть. Но большинство здесь сидящих об этом не знали. Собственно говоря, потому как, скорее всего, они никогда не видели. Даже если кого-то одного из этих 6 они видели, то других 5 они не видели и, скорее всего, не могли бы точно сказать, кто из них AI. Что сделать для того, чтобы вы смогли ответить, кто из них AI? Ну, наверное, вам нужно дать какие-то знания о том, что из себя представляет AI. То есть сейчас мы не можем ответить на вопрос, где здесь AI, распознать AI, потому как мы не видели раньше AI. Ну, один человек видел, но мы о нем умолчим. Скажем, AI живет на суше. Вот я могу дать такое знание об этом. Тогда у нас вычеркивается вот это вот и вот это вот. Это рыба с недовольным видом, и вот это вот какая-то очень странная штука, но видно тоже, что она под водой. У нас остается 4 варианта, и можно сказать, что она относительно маленькая. Это еще одно знание, которое я могу вам дать об этом. И можно сказать, что вот эта черепашка с очень длинной шеей, и вот эта вот непонятная штука, они, скорее всего, выглядят маленькими, как обезьяна. И вот та вот штука на 4 лапах, парнокопытная, она выглядит большеватыми. Ну и, собственно, для того, чтобы нам окончательно распознать AI, я могу сказать, что у него не длинная шея, и поэтому AI это второе, это, короче говоря, вот эта вот штука, вот это существо. Это что-то... Все же смотрели «Мадагаскар» мультик? Вот, там был король такой, лемур. Помните, да? И у него был помощник. Вот его помощник это AI. Вот. Не тот маленький, а именно который помощник, который постоянно с ним носится. Вот это AI. Ну, и что только что сейчас случилось? Я дал вам какие-то, по сути, знания в словесной форме, то есть в рамках слов, в рамках описания о том, как можно определить AI, ну и мы, в принципе, смогли его распознать. Вот схожим образом работает Zero Shot Learning, и об этом мы и поговорим дальше. Давайте закрепим. Вот есть определение от Иэна Гудфеллоу. Не знаю, знает ли, кроме Кости, кто-то Иэна Гудфеллоу, но он говорит, что цитата такая: Zero Shot Learning способен решить задачу, несмотря на недополучение тренировочных экземпляров об этой задаче. Ну, мое определение такое, что Zero Shot Learning позволяет нам предсказать то, что мы никогда не видели, если по-простому. То есть мы что-то не видели, но мы способны предсказать, то есть распознать это. Ну, если в случае задачи распознавания мы способны распознать. Вот. Давайте двигаемся дальше. Давайте рассмотрим в рамках задачи классификации, как у нас работает Zero Shot Learning. И у нас есть какое-то множество
скажем, картинок, и каждой картинке мы знаем класс этой картинки. Допустим, если на картинке кошечка, мы знаем, что кошечка, собачка, слон, конь, неважно кто. И у нас есть второе множество картинок. Для этого множества мы не знаем, какие у них классы. То есть там могут быть классы, которые не встречались в нашей тренировочной выборке, о которой я говорил ранее, а могли, которые встречались. Но главная наша задача – это быть способными распознать то, чего у нас не было в тренировочной выборке. Вот, то есть мы хотим найти лейблы классов для множества zero shot, вот это называется множество zero shot, в котором мы не знаем метод класса, даже если эти классы у нас не встречаются в тренировочной выборке. И как это сделать? Вспомнить то, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что с помощью некоторого описания у нас получилось распознать нужного нам AI. Двигаемся дальше. Скажем, у нас есть кошечки, слоны и волки. Волки? Как? Волки. Скажем, волки, ладно, допустим. И как можно было бы поступить? Из любых картиночек мы можем достать их внутреннее, скажем так, иное представление векторное, называется эмбеддингами. То есть мы прогоняем картиночки через какую-то нейросеть, которая у нас, начиная с низкоуровневых признаков, достает все более и более высокоуровневые, и вот выдает нам какой-то вектор, где каждая компонента – это какой-то признак картинки. И вот, скажем, у нас есть вот здесь, вот это у нас вот это вот пространство эмбеддинга. То есть эмбеддинги – это представление картинок в векторном виде. А здесь он двумерный, но на самом деле оно, конечно же, не двумерное. И вот у нас синенькие – это наши кошечки, допустим, только два примера кошечек котов, но здесь их, допустим, будет много. Вот у нас тут слоны, вот у нас тут волки, и они все, волки вместе с волками, коты вместе с котами, слоны вместе со слонами, потому как они все похожи. И по идее признаки, описывающие вот этих вот животных, они все примерно около друг друга стоят. Вот. И что мы хотим сделать? Вот сверху у нас есть наш AI. Снизу у нас есть сайгак, кажется, называется животное. И что мы можем с ними сделать? Мы также можем прогнать их через какую-то нейросеть и также достать из них какие-то признаки. И эти признаки, достать из них представление эмбеддинга. И также поместить вот на вот эту вот плоскость, на плоскость координат. Вот, допустим, у нас AI будет вот здесь вот, то есть близко со слонами, а сайгак вот будет близко с волками и близко с слонами. Допустим, потому как он обитает плюс-минус в саванне или в степях, и плюс-минус у него 4 ноги. Поэтому они похожи и близки со слонами и волками, к примеру. А AI у нас далеко от всех находится, к примеру. Вот. Нет, он ближе к слонам, потому как они примерно AI живут на Мадагаскаре, поэтому они там с слонами, предположим, что они близко. Вот. И вот в чем прикол, вот в чем вся фишка. Когда мы давали текстовое описание AI, мы ему придавали некоторые атрибуты. То есть, допустим, что он живет на суше, первый атрибут. Допустим, что он... Что там было? Да, он маленький относительно. И то, что у него не длинная шея. То есть вот мы дали ему 3 атрибута, а на самом деле этих атрибутов может быть много-много-много-много-много больше. Что у него, допустим, не знаю, голова похожа на обезьянью голову, что у него сколько-то пальцев на лапках, что у него какой-то там цвет шерсти, что у него уши такого-то размера и так далее. Может быть очень много атрибутов, которые мы можем сказать. И, собственно,
может быть тоже большое количество атрибутов о любом другом животном. Допустим, о сайгаке. Вот. И суть в том, что несмотря на картинки, на изображение вот этих вот животных, если мы знаем их описание, скажем, текстовое, мы можем примерно понять, как они относительно друг друга, как они друг с другом, друг относительно друга расположены в некотором пространстве. В пространстве некоторых признаков, допустим, этих атрибутов. Скажем, если бы мы смотрели только на количество лап, ног, лап, то слоны, волки и сайгаки с котами у нас были бы в одном месте расположены. Если бы мы добавили еще туда наличие хобота, то у нас резко слон был бы в другом месте, в этом пространстве признаков. Вот. Откуда мы можем достать эти признаки, атрибуты? Допустим, просто ручками посмотреть, набрать и ручками задать признаки атрибута для каждого из каких-нибудь животных, но это очень долго, очень удобно, и, скорее всего, это не очень правильный подход, потому как он слишком сложный, слишком долгий. Мы любим все попроще, все побыстрее. Вот. И поэтому мы поступим по-другому. Есть такая штука, называется word2vec. Кто-нибудь слышал про word2vec? Хорошо. Короче говоря. Я чуть не знаю, кто-нибудь слышал? Сейчас я расскажу тогда. Давайте начнем по порядку пойдем. Для начала у нас мы должны достать эмбеддинги из картиночек. То есть, что это такое? Подается картиночка на вход нейросети. Она берет и всяко разно... Где тут? Вот так. Она берет и всяко разно их преобразует, там, свертками, там, пулингами и так далее, и приходит к тому, что у нас на выходе получается вектор из 1024, здесь конкретно 1000, неважно, признаков. То есть у нас есть, подаем картинку, выходит какое-то количество признаков. Можем использовать, в принципе, любую архитектуру, которую захотим, там, ResNet, VGG, там, DenseNet, Exception, любые вообще, что хотим. Главное, чтобы на вход принималась картинка, а на выходе давался векторно. Вот. Про небольшую деталь, которая здесь написана, я потом скажу. То есть мы подаем картинку, нам выдается эмбеддинг. Что дальше? Можно вопрос? Да. То, что называют Deep Feature Vector, это получается, то есть то, что называешь эмбеддингом, это с предпоследнего слоя выхода. Да. То есть это то же самое, что Deep Feature Vector. Я не знаю определения Feature Vector, к сожалению. Я правильно понимаю, что у вас то, что учится сейчас, использует тот же самый подход? Unsupervised learning, когда вы делаете наседки через классификатор. Да, сразу. То есть получается, последние вектора, которые перед классификацией, они прям логичные. У меня вопрос такой, у тебя же свойство параметра, который он зависит от количества слоев в последнем классификаторе. То есть, как выбрать оптимальный размер для вот этого пространства эмбеддинга? Все, как в Deep Learning, все эмпирически, поэтому эмпирически. Обычно всегда там 1024 берется, так что не стоит отходить от уже пройденного пути. А пространство автоэнкодера можно использовать как эмбеддинг? Посередине автоэнкодера есть эмбеддинг. Дальше, вот что такое word2vec, что такое там остальное. Смотрите, у нас все слова, они как-то друг с другом семантически связаны. Что это значит? Это значит, что, вот, допустим, если смотреть на статистику, вот, вы какие-то слова вместе употребляете чаще, чем другие. Какие-то слова нет. Скорее всего, те слова, которые вы употребляете часто, они, не так скажу. В общем, все слова можно превратить в какие-то вектора. И эти вектора можно расположить в пространстве, в некотором пространстве этих векторов таким образом,
чтобы похожие слова, допустим, которые вы произносите вместе и чаще, чтобы они находились ближе друг к другу. Скажем, времена там, года будут вместе, там, месяца вместе. Вот тут пример. Ничего не видно, так что сделаем. Вот смотрите. Скажем, у нас есть слова fan, light, LED, bulb. Это светильники все. Все светильники. Вот это пространство, в котором эти слова есть, они получены с помощью алгоритма word2vec. Что он делает? Можно вопрос? Вот да. Все-таки меня смущает то, что ты напишешь Latin space сверху. Это обычно используется с автоэнкодом, да? А embedding вот здесь что? Это получается регион пространства или что? Нет, embedding это именно сам вектор, который в этом latent space. Что, типа, embedding это представление чего-то в виде вектора. Ты утверждаешь, что latent space, вектор латентного пространства называется embedding или нет? Ну, нет, эмбеддингом называется вектор, который мы получили из чего-то, из картинки, допустим, скрытое представление, ну, скажем, это типа, можно много синонимов подобрать. Embedding, там, скрытое представление, там, еще какая-нибудь фигня, но в итоге все сводится к тому, что у нас есть некоторый latent space, то есть, в котором у нас лежат все эти скрытые, ну, типа, векторное представление слов, оптимальные, так скажем, потому как в нем вектора, которые должны быть рядом, ну, вектора, представляющие слова, они расположены рядом, семантически близко. Вот. Ну, то есть, с помощью некоторого алгоритма мы задаем некоторое пространство, в котором слова семантически близкие, они находятся рядом. Допустим, вот связано с садом, то есть у нас душ, это сад, тут что-то это разбрызгиватель, шланг, то есть они находятся примерно, грубо говоря, близко. Здесь там краски, цвета, финиш, я не знаю, и вот финиш связан с красками, но... Финиш это этот... Финишная шпаклевка. Ну вот, да, значит так. Вот. Связанные с комнатами, то есть кухня, ванная, туалет. Но вот это же пространство получено не нейронной сетью, это же просто... Это... Или нет? Word2vec это нейронная сеть с одним скрытым слоем. Окей. Вот. То есть Word2vec это очень простая штука. То есть вот то, что ты сейчас покажешь, это с Word2vec. Да. А предыдущее, то, что ты показывал? Это тоже с Word2vec, но просто тут плохо все видно, поэтому я решил, что это лучше показать. То есть на всякий случай такие же штуки, только для картинок? Почти. Что мы делаем? Мы берем Википедию. Берем тексты с Википедии, связанные, допустим, с теми классами, которые у нас... Да нет, просто берем всю Википедию. Ну или какую-то часть, неважно, как хватит. Берем Википедию, загоняем всю Википедию в Word2vec, и он нам располагает все слова из Википедии в некотором пространстве таким образом, чтобы те слова, которые находятся по смыслу, по семантике, близко друг с другом, они в этом пространстве, в этом latent space, они находятся рядом. И вот что получается. Дальше. Что получается? Вот я сейчас покажу. То есть у нас вот это пространство эмбеддингов. То есть это то, во что мы превратили картинку. Допустим, вот эту картинку мы погнали через нейросеть, получили вектор, который вот здесь вот стоит. Вот эту картинку прогнали, получили вектор здесь. Вот эту, там, здесь, вот эту, ну и так далее. И что мы хотим дальше сделать? Мы хотим получить класс space. Это, это тот латентное пространство, о котором я говорил раньше. В общем, в этом пространстве у нас слова, которые задают классы, допустим, кот, слон, волк, сайгак, ай, они должны вот как-то располагаться близко. То есть Word2vec и другие алгоритмы, которые выполняют похожую штуку, они делают именно это. То есть мы не обучаемся на картинках с этими неизвестными классами. Ну, там типа ай, сайгак. Но мы берем Википедию, и все, мы берем Википедию, и все слова, которые там присутствуют, мы засовываем в Word2vec, и вот ай и сайгак, несмотря на то, что мы не знаем, что они здесь существуют, как бы, они типа в Википедии сайгак и ай все равно есть. И они расположатся в этом пространстве таким образом,
что они будут близко, допустим, вот, с волком, с слоном и так далее. То есть мы даже не знаем, что это сайгак, это ай-ай. Мы вообще об этом представления не имеем. Но Word2Vec делает так, что этот сайгак и ай-ай, они в пространстве слов появляются близко к нашим там, слонам и волкам. Вот. Получается, вот мы взяли Википедию, засунули в Word2Vec, получили каждое слово, каждому слову в сопоставлении какой-то вектор, который вот у нас здесь расположен. Волк, сайгак, там, ай-ай, вот и так далее. Что дальше надо сделать? Дальше, как стрелочками нарисовано, нам нужно сделать какую-то функцию, которая будет у нас сопоставлять точки, точки из пространства эмбеддингов примерно в вот этот вот класс, в пространство классов. Как это сделать? Ну, не слишком сложно. То есть у нас, скажем, пространство эмбеддингов это 1024 пространственной размерности. Вот, допустим, это оно. И у нас пространство Word2Vec, нашего класса, это 300. Вот, и у нас, допустим, 15 классов в тренировочном сете. Что мы делаем? Мы хотим сделать так, чтобы у нас вот эти коты примерно находились вот тут, слоны, чтобы примерно находились тут, волки тут, и сайгаки, они должны, по идее, примерно находиться вот здесь, а ай-ай должны примерно находиться здесь. Но мы не знаем, как это будет. Мы хотим, чтобы так было. Что мы делаем? Вот для этих точек, да, мы знаем их классы. Соответственно, мы берем и обучаем простейшую нейросеть, полносвязанную, обучаем ее таким образом, чтобы она сопоставляла точки из 1024-мерного пространства эмбеддингов, сопоставляла точки в 300-мерном пространстве классов. Вот, получается, что у нас каждая точка, она примерно переходит вот куда надо из эмбеддингового пространства в классовое пространство. То есть вот как тут нарисовано. То есть вот эти точки примерно сюда идут, эти сюда, эти сюда. Но понятно? Хорошо. Давайте еще раз. Embedding Space это R1024? Да. Это вход нейронки. Это представление картинок наших. То есть это наши картинки, переведенные в вектор размерностью 1024. У нас есть название классов, переведенные в вектор размерностью Классифицируешь вектора. Да. То есть, что мы делаем? Мы хотим обучить нейросеть так, чтобы она правильно классифицировала наши 15, скажем, классов, которые у нас есть. У нас есть для этих 15 классов сколько-то картинок, которые мы перевели в вектора. И у нас есть место, где этот класс расположен, в итоговом 300-размерностном пространстве. И мы просто берем, делаем входной слой 1024 и дальше приводим к 300-мерному, 300-размерному пространству размерности, как у нас в размерности класса. И дальше у нас softmax на 15 классов, допустим. И у нас нейросеть обучается на то, чтобы точки из пространства эмбеддингов сопоставлять с классом. И что мы делаем потом? Так как у нас классов 15, а еще есть классы, которые мы хотим распознавать, которых у нас не было в тренировочном сете, мы просто берем и убираем последний слой. У нас получается, что у нас есть обученная функция, нейросеть, тут она, конечно, и линейная, но у нас есть функция, которая принимает на вход вектор размера 1024 и переводит в вектор размерности 300. То есть это то, что нам и нужно, чтобы, допустим, мы взяли эту точку, и у нас есть эта функция нейросети, которая переводит ее примерно в этот район. Вот. Собственно, как здесь показано. То есть они примерно раскидываются как-то таким образом. Вот. Это сейчас мы закрепим немножечко. То есть вот есть у нас примерно хороший пример, как это должно работать, как это может работать.
Скажем, у нас есть в тренировочной выборке осел, конь, гиена, тигр, панда, пингвин и другие. Но в этой тренировочной выборке нет зебры. Как это по-хорошему может работать? Должно работать. Мы прогоняем все эти картиночки через нашу нейросеть, которая достает какие-то признаки. Скажем, из осла и коня она достает признаки типа похожесть на коня, то есть в плане формы туловища, там 4 ноги, то есть какой-то высокоуровневый признак. Тут, допустим, он достает признак полосы, он определяет наличие полос на теле. И с пандой и пингвина она может достать признак черный или белый. Вот такие вот. И по идее, когда у нас есть какое-то пространство классов, в нем зебры должны быть рядом расположены под такими конями, ослами и так далее. И так как мы научились доставать признаки, которые есть в зебре, мы, во-первых, из зебры получим хороший эмбеддинг, потому как все признаки, которые в ней есть, мы взяли, все признаки, которые в зебре важные для ее распознавания, на них нейросеть обучилась на вот этих других животных. Мы взяли хороший эмбеддинг, получили из этой зебры, и дальше мы просто также каким-то образом там обучили нейросеть, которая у нас переводит из пространственного эмбеддинга в пространство классов. И также применили к этому эмбеддингу зебры, эту функцию нейросети, и она у нас по-хорошему должна предсказать зебру, что он находится рядом с зеброй. Ах да, как она предсказывает, что рядом с зеброй? Вот, скажем, у нас есть нейросеть, мы ее обучили, перевели вот эту точку вот сюда вот. И мы просто смотрим, какой класс ближе. Вот к такому мы и относим. Но это спорно, может быть и другой подход, дальше об этом скажу. То есть, допустим, у нас вот эта точка перенеслась вот сюда, и мы видим, что ближайший класс к ней это II. Мы ее относим к II. Вот. Но тут не все так просто, я об этом скажу. Вернемся вот сюда вот. Здесь есть небольшая деталь в том, какой backbone, энкодер, можно назвать как угодно, синонимов очень много, какой энкодер мы используем, будь здоров. Так получилось, что во многих статьях по Zero Shot Detection многие использовали предобученные на как-то, господи, не министра, на 1000 классов. На 1000? ImageNet, да. Не 1000. ImageNet. Они взяли предобученный какой-нибудь ResNet или любую другую архитектуру, предобученную на ImageNet. Проблема в том, что в ImageNet есть очень-очень много классов, которые похожи на то, что мы хотим распознавать. Ну, то есть есть, допустим, датасет с животными. В нем есть, скажем, там, собачки, кошки, зебры, также лошади. И когда мы хотим распознать то, чего в этом тренировочном наборе не было, проблема возникает такая, что если мы хотим распознать зебру, которой не было в тренировочном наборе, скорее всего, на этой зебре обучалась модель на ImageNet. Там очень много классов есть, которые на которых уже обучались эти архитектуры. То есть нужно нельзя брать предобученную модель, а обучать самому на тех данных, которые у тебя есть. Потому как если она научится доставать фичи из ImageNet, то, скорее всего, что бы ты ни хотел там распознавать, чего у тебя не было в тренировочной выборке, он сможет это распознать. Потому как он знает, как достать фичи из того, из тех данных, которые ты как Zero Shot Set используешь. Понятно? Короче, нельзя использовать предобученные на ImageNet, нельзя использовать предобученные нейросети, потому как они слишком хорошо достают признаки. Потому как они обучены на самых разных классах самых разных классов изображений. Вот. То есть это такая большая проблема, и
про нее прям громко говорили на каком-то кажется, CML. Вот. Дальше идем. Ну, тут все вроде как рассказал, то есть мы достаем признаки из животных, которые похожи на зебру, и там как-то ее распознаем. Вот. Дальше давайте снова пробежимся по алгоритму, чтобы он примерно у нас в головах плюс-минус сложился. Первое. Мы берем картинку. Все картинки, которые у нас есть в тренировочной выборке. Прогоняем их через нейросеть, получаем по всем эмбеддинги. Одна картинка, один эмбеддинг. Эмбеддинг, повторюсь, это вектор, который описывает картинку. Вот. Потом мы создаем латентное пространство, латентное пространство, это пространство, которое хорошо внутри себя располагает какие-то вектора. Хорошо располагает в плане, в плане семантической близости нужных векторов. Эти вектора у нас обозначают классы. А классы в данном случае у нас это слова. Типа кошка, слон, волк. Потому как мы взяли Википедию и загнали ее в Word2Vec. Word2Vec нам выдал вот этот вот латентное пространство. Это второй шаг. Далее. Мы находим некоторую функцию, которая у нас может мапить точку, вектор из пространства эмбеддингов в пространство классов. Вот это латентное пространство, которое мы на предыдущем шаге нашли. В данном случае наша функция – это нейросеть. Вот. Дальше. Получается, мы все обучили. У нас все готово для того, чтобы распознавать то, чего мы не видели. Мы берем картинки, которые у нас в нашем zero-shot сете находятся. То есть то, на которых не обучалась наша нейросеть. Ничего не обучалось. Мы достаем из них эмбеддинги. Потом из этих эмбеддингов, эти эмбеддинги мы перегоняем с помощью нашей функции нейросети в латентное пространство классов. И там выбираем ближайший класс, допустим, который к этой точке находится. И так мы говорим, что вот эта точка принадлежит к этому классу, то есть эта картинка, мы распознаем ее как какое-то животное или что-то другое, неважно. Вот. Вот, в принципе, и все. Мы можем использовать не ближайшую точку, а как-нибудь кластеризовать точки, исходя из центров. Ну, короче говоря, можем сделать иначе. Сделать лейбл пропагацию, так называемую. Вот. В принципе, это весь алгоритм. Давайте немножко поговорим про другие применения, и как вообще по-другому можно это реализовать. Другие применения, как я сказал, это я подошел с точки зрения классификации. Что можно еще другое делать? Допустим, мы хотим не классифицировать, а детектировать. У нас есть картинка, и мы знаем, мы хотим найти прямоугольничек, который, допустим, находится. Это вот такая задача. Ее тоже можно решать, она решается, она тоже как-то решается, но не идеально. Multiclass labeling – это когда у нас на одной картинке может быть несколько классов. Допустим, у нас на картинке не только зебра, но и лошадь. Вот. Это тоже можно решать. Такую задачу, с помощью скорее методов типа Word2Vec, потому как Word2Vec обладает прекрасным свойством, когда мы складываем какие-то вектора, у нас получается очень хороший, хороший результат. Вот, image captioning – это когда у нас в картинке предсказывается описание. Типа у нас есть картинка, на которой, не знаю, там красная собака едет на синем сноуборде. И, скажем, эта фраза и должна предсказываться. Примерно так. В НЛП, в Natural Language Processing, она также как-то используется в плане... Также может использоваться и используется в плане, представим, что есть слово, которое мы не встречали раньше, и которое мы хотим распознать, типа, что оно примерно обозначает. И, допустим, это какое-то сленговое выражение, жаргонное, скажем, и мы хотим распознать его зачем-то, для чего-то. Вот. И audio recognition – это, скажем,
speech to text, когда у нас есть поток, аудиодорожка вашего голоса, который вы сказали, не знаю, Алексе, Сири, там, Алисе и любому другому голосовому ассистенту. И, скажем, в этой аудиодорожке он не распознал какое-то слово. Он берет и делает zero shift learning. Вот. И таким образом это может помочь. Ну и так далее. В реализации, как я говорил вначале, мы можем использовать атрибуты, создавать пространство классов из атрибутов, а не с помощью там word-to-vec, fastText и других подобных методов. Вот. И также мы можем эмбеддинги картинок получать каким-нибудь другим путем, захотим. Прощения. Вот. Дальше. Какие есть проблемы? Почему это плохо работает? Почему это еще только в будущем будет все хорошо у нас с этим? Две основные проблемы, с которыми сталкивается Zero Shift Learning, это так называемый hubness и bias. Hubness – это, ну, если дословный перевод, то это, скажем, скопление точек. Скажем, у нас есть вот в этом пространстве эмбеддингов какое-то место, в котором очень-очень много точек разных скопилось, лежит. И, допустим, они многие могут принадлежать разным классам. Вот, допустим, у нас вот в пространстве в нашем здесь есть вот здесь одно скопление точек, и в нем точки разных классов. Вот по цвету видно. Хотя на самом деле это место в пространстве должно принадлежать точкам только зеленого класса. А здесь красного, а здесь синего. Ну, получается так, что здесь скопилось очень много точек разных, это и называется типа hubness. Он, когда высокий, у нас в одном месте скапливаются точки разных классов. Вот на этой картинке здесь это более-менее равномерно все. И вот в точке, в месте пространства, где должен быть один класс, в принципе, его большинство здесь. Здесь большинство красных, синих и зеленых. Вот. Естественно, идеальный вариант, когда у нас все точки очень сильно, не очень, а разряжены друг между другом. То есть у нас точки, принадлежащие разным классам, они находятся в разных местах в пространстве. То есть у нас на текущий момент нет никакой гарантии разделимости эмбеддингов в пространстве. То есть у нас может быть эмбеддинг от картинки обезьяны, эмбеддинг от картинки, скажем, обезьяны и льва находиться в одном месте. Каким-то образом так может получиться, да, и мы не можем гарантировать, что такого не произойдет. И проблема с байесом, байес от смещения, то есть у нас из-за недостатка тренировочных данных некоторая нейросеть у нас плохо научилась доставать признаки, ну или она, не имеет плохую обобщающую способность, и она, когда ей подается на вход картинка, допустим, того, чего она не видела, она достает плохой эмбеддинг, который может находиться не в нужном месте. Допустим, здесь у нас нейросеть обучалась на правах обезьяны. Еще раз. Да, тигр. Тигр, обезьяна и лев. И она на них обучилась, она их нормально в пространстве показывает. А здесь ей дали собаку и кошку, и она плохо смогла достать признаки из них, из собачки и кошки, потому что она на них не дообучилась, и модель имеет плохую обучающую способность. Поэтому в пространстве они не в нужном месте находятся. И собачка перешла поближе к льву, а кошка к тигру. Вот так и живем. И поэтому у нас могут возникать ошибки в распознавании, в отнесении к правильному классу. Вот. Собственно, основные такие проблемы, они с переменным успехом решаются я читал пару статей до 2018 года, и там в некоторых решалось отдельно только hubness, в других bias, и вроде как были какие-то, которые там и все вместе решают, но не очень. Я, к сожалению, не знаю о текущем положении дел в Zero Shift Learning, потому как я думал, что готовлю только такое начальное понимание, там
Что вообще происходит, что это такое? Ну, вроде как сейчас это не гремит, не звучит нигде, поэтому, скорее всего, каких-то прорывов таких больших нет. Может быть, они есть, но закрытые в каких-нибудь компаниях, типа Амазонов, Гуглов и так далее. Вот. Так что вроде как ничего крутого сильно нет. Хотя потенциал для применения этих технологий, он очень-очень-очень-очень-очень большой, так как на всем не обучишься. Надо распознавать все остальное. Особенно это связано с, скажем, проблемными местами, типа беспилотных автомобилей, у которых может выскочить вообще что угодно на камеру, на дорогу. И все это надо как-то распознать, опознать и придумать, что с этим делать. Вот. В принципе, все у меня. У вас есть вопросы какие-нибудь? Да, вот там, Какая? Представь. по-моему, там, где вот о функции говорилось, Да. мне вот хотелось бы спросить, что за функция используется, которая обучается на маппинге Из эмбеддингов. вейдинга, да, в Ну, класс. смотри, вот у нас есть Это вот как раз оно. это, да, как раз это простейшая нейросеть, то есть у нас есть несколько слоев, у нас есть полносвязанный слой, 1024 нейрона, потом идет слой бачной нормализации, слой дропаута, потом идет еще один полносвязанный слой, уже размером 512 нейронов. Потом также dropout, потом слой размерности 256, у нас уменьшение в 2 раза идет, и потом у нас слой размерности 300, потому как 300 это размерность нашего пространства класса. Ну, мы его так задали, типа, можно, естественно, любое другое число. Так, это не проблема. А дальше идет слой размерности 15, потому как 15 это количество наших классов, на которых мы обучаемся. Ну, скажем, в этой задаче это так. И когда мы обучились, ну, здесь это идет, получается, распознавание, то есть это задача классификации и мультиклассовой. У нас 15 классов, мы хотим натренировать нейросеть, чтобы она нам из точки размерности 1024 нам предсказывала класс. И вот мы ее натренировали до какого-то хорошего качества, потом взяли, обрубили нижний слой. И у нас получается, что у нас готова нейросеть, то бишь функция, которая отображает вектор размерности 1024 в вектор размерности 300. То есть из пространства эмбеддингов в пространство классов. И вот так вот это работает. Вот. Еще что-нибудь? Да? Не, я типа на все отвечу, ты не стесняйся. И вы тоже, если что, стесняйтесь, я могу рассказать что-нибудь. Получается, это в итоге просто будет размерность. Это размерность пространства классов, да. То есть это размерность, в которой у нас лежат слова сами. То есть вообще все слова. То есть у нас там куча слов, и мы из них просто знаем, что нам нужны вот только такие-то определенные. Точнее, мы не знаем, что нам нужны определенные слова, так как в этом пространстве есть, кроме ай, сайгак и так далее, есть еще куча других слов. И мы не знаем, какие из этих слов нам понадобятся. То есть какие у нас реально классы есть в наших картинках. Просто у нас картинки отобразятся в это пространство классов таким образом, то скорее всего, они будут близки к какому-то классу, допустим, класс ай. И мы будем знать, что на картинке, наверное, ай. То есть если у нас точка отобразится к холодильнику, на точке, не знаю, у нас картинка была с оленем, а олень у нас отобразился в точку близкую к холодильнику. У нас тогда наша модель скажет, что олень это холодильник, и мы ничего с этим не поделаем. Такое бывает, и для этого надо хорошо подбирать пространство, хорошо обучать и все такое. То есть максимально улучшать нашу обобщающую способность всех компонентов. Вот. То есть здесь, допустим, есть еще куча точек вокруг. Допустим, здесь может быть, не знаю, крокодил, здесь может быть туалет, унитаз, здесь может быть пасечник, не знаю, что угодно здесь может быть. Просто фишка в том, что у нас точки, то есть картинки наши, они отображаются в место, которое примерно
расположена рядом с нужным нам классом. Ну, с нужным, с правильным, типа. Ну, с действительно правильным. Но может такое быть, что эта точка будет расположена и не близко. И она, может быть, отнесется к другому классу. То есть это то, о чем я говорил вот там, вот. Что у нас есть, может быть, смещение. То есть у нас из картинки плохо достались признаки из-за того, что модель какая-то недообученная. И вместо того, чтобы отобразить собаку, картинку собаки к месту, в котором должна быть собака, он ее отобразит там в, не знаю, в посудомоечную машину. Собака будет посудомоечной машиной. То есть у нас могут быть смещения, у нас могут быть, может быть такое, что, не знаю, признаки будут очень схожи, и он будет очень много разных классов относить примерно в одно место пространства. Поражать. Вот как здесь. То есть, что у нас хабнес будет. У нас такое большое скопление точек, с которыми непонятно, что делать, потому что там много разных классов, и по идее такого быть не должно. Вот. Еще? Давайте, не стесняйтесь, я на что угодно отвечу. Давай. Да? У меня есть Ну, вопрос. давай. Расскажи, пожалуйста, точное определение, что такое Zero Shot Learning, Line Shot Learning и Many Shot Learning. Ну, Zero Shot Learning, это, как я сказал, это когда у нас в обучающей выборке не представлено классы, которые мы хотим распознавать. One Shot Learning – это когда у нас есть только один пример. Это обычно, ну не обычно, а применение находится One Shot Learning в распознавании лиц. Когда у нас есть только одна фоточка лица, и мы хотим достоверно сказать, что это тот человек или не тот человек. Обычно это делается с помощью metric learning, то есть это определенный такой класс алгоритмов, который позволяет нам, опять же, каким-то образом сравнивать картинки, допустим, с лицами, или там доставать из них какие-то признаки, и потом уже, опять же, в какое-то пространство засовывать, чтобы они там были расположены друг от действительно друга в нужных местах, чтобы потом легче было их распознавать. А View, short learning, ну, типа, не знаю, наверное, не читал ничего по этому поводу. Окей, а вот капсульный автоэнкодер, по сути, ведь ты тоже вектор эмбеддинга тогда вставляет для объекта? Я не особо помню, но вроде как, да. Там вообще все автоэнкодеры, у них все в серединке, это чисто да, у них у всех в серединке, то есть идет эмбеддинг, когда у нас когда у нас вектор раскладывается, входное поступающее что-то, это как бы все, ну, типа, называется эмбеддинги просто. А часть, которая до эмбеддингов, это энкодер, бэкбоун, как еще называется? Ну, как-то еще там вроде как называется. Ну, большая проблема, что одни и те же вещи называются по-разному, и вот, можно путаться. А то, что ты рассказал, по идее, это же взято из текста, просто адаптировано для картинок. Или это оригинальные работы? То, что ты рассказал конкретно. Конкретно концепция, она... В смысле, еще раз? Ну вот то, что ты сейчас рассказал, вообще весь доклад, это же адаптировано из текстов. То есть сначала для обработки текстов было, а потом перенесено в машину. В компьютерное обучение. Я не знаю, с чего началось, но началось это очень давно. То есть еще в 2006 году какие-то работы. То есть в 2006 году это когда еще не было вообще ничего. Ну, конечно. Когда у нас был Ликун 98 года, 2012, когда появился AlexNet, было еще очень далеко. То есть в 2006 году они делали это с помощью каких-то там, тоже какого-то manifold learning, вроде как, но там без нейросети. То есть там чисто классическим машинным обучением, вроде как. То есть там это изначально... Слушай, мне кажется, тоже с картинками было. Я не готов. Я не знаю точно. Спасибо. Есть еще вопросы? Давайте вы задаете вопрос. Вы не хотите задать вопрос?